Привет, меня зовут Сергей, я админ на собственной странице про разработку программного обеспечения. Далее озвучу небольшую заметку. Трудности, когда не вписываешься в российскую нацию или, цитата, «программисты не нужны». В Российской Федерации инженерно-конструкторская деятельность в дружественных условиях, например, в исследовательском институте под руководством научного руководителя, не поддерживается материально. А там, где деятельность инженера-программиста еще востребована, процветает отрицательный отбор, так как руководство террористического государства погрязло в кастовости и коррупции. Закручиваются гайки, что приводит к нездоровым производственным взаимоотношениям на предприятии, приводит к моббингу и буллингу в отношении сотрудников и, соответственно, к текучке кадров. Кто может, тот эмигрирует в развитые страны. Кто оказывается недостаточно ловким и удачливым, погибает или влачит существование в прозябание. Меня, к примеру, подвергли воздействию нейролептиками и помещению в психоизолятор с подачи предков за уныние и нежелание действовать в рамках создаваемых руководством террористического государства. Российская нация представляет из себя двухступенчатую пирамиду и скрепляется духовными скрепами, набором примитивных лживых идеологий двойственного типа, призванных скрепить взаимоотношения низкооплачиваемого, низкоквалифицированного рабочего персонала государства бензоколонки с кастовыми управленцами-коррупционерами. На основе духовных скреп террористическое государство готовится принять единую госидеологию. Итак, что происходит, когда ты не вписываешься в российскую нацию? Ты оказываешься на обочине и ищешь в свободном пространстве объединения с фрилансерами, которые имеют еще небольшой финансовый бюджетный интересный инженерный проект, подходящий для твоего уровня квалификации и устремлений, а не то, что тебе прикажут делать кастовые управленцы, одобренные в КГБ. Фактически приходится работать за еду сомнительного качества, которая имеется на складах продуктов, контролируемых чекистами, в надежде, что проект принесет прибыль, когда будет реализован. Следующий момент. Кроме прочих расходов и налогов, каждый месяц выставляются чеки за ЖКХ, не оплачивая которые можно оказаться на улице или, например, в психоневрологическом интернате, куда тебя могут поместить предки, сдав правоохранительным органам за нежелание служить чекистским управленцам или работать охранником. После уплаты налогов и, кроме того, даже за доплату в медицинских центрах террористического государства очень низкоквалифицированные специалисты, которые просто оскорбляют тебя и не оказывается необходимая поддержка. Поэтому приходится исполнять свои обязанности, преодолевая проблемы со здоровьем, такие как боль и недомогание, самостоятельно. Но и здесь не все так просто. Гуру йоги, который делился методиками благополучия в интернете, арестован и брошен за решетку после экстрадиции даже из другой страны. В террористическом ГУЛАГе транспортный коллапс. Чтобы добраться в пределах московского региона до офиса, который все стремятся держать почему-то ближе к центру столицы, нужно потратить 4-7 часов времени в день. Никто из госкоррупционеров, тратящих все средства на шубохранилище, не намерен оплачивать строителям капитальное обновление транспортной инфраструктуры. А если и запланируют обновление, то с помощью бесплатной рабсилы зэков, которые определят бездуховное население по выдуманным причинам. В центральном регионе государства бензоколонки коллапс в сфере аренды жилья. За больше равно половину заработной платы можно снять в аренду полуторку в хрущевке с картонными стенами и низкими потолками в нескольких километрах за пределами МКАД, и то благодаря каким-то знакомствам у родственников. Таковы вкратце трудности, с которыми сталкивается инженер-программист в террористическом государстве бензоколонки, где, как сказал в одном из своих выступлений глава Сбербанка Герман Греф, цитата, «программисты не нужны».